Дорогие зрители, сегодня 24 апреля. Ровно 111 лет назад мир столкнулся с одной из самых страшных трагедий 20 века – Первым Холокостом, геноцидом армян. Это день траура для всего армянского народа. Уже с вечера 23 апреля люди со всей Армении и из разных стран мира приезжают в Ереван к мемориалу Цицерна-Каберт, чтобы отдать дань памяти жертвам. 24 апреля 1915 года в Константинополе начались массовые аресты и уничтожение армянской интеллигенции. Именно поэтому эта дата стала символом начала геноцида и днем общенациональной скорби. Сегодня важно не просто помнить об этом, но и говорить, честно и вслух. На этом фоне католика с Великого дома Киликийского Арам I призвал Турцию признать геноцид армян и обозначил ключевые требования армянского народа. Вечером в четверг, 23 апреля 2026 года, в Антилиасском монастыре по случаю народного собрания, организованного 3 армянскими партиями, его святейшество Арам I, верховный патриарх и католикос Киликийского престола, обратился с посланием ко всему армянству. В своем выступлении, говоря о геноциде армян, он заявил: «Мы отвергаем любые дипломатические или экономические отношения с Турцией и Азербайджаном, которые осуществлялись бы в ущерб нашим высшим национальным правам. Признание геноцида армян и возмещение наших попранных прав со стороны Турции, возвращение народа Арцаха и восстановление его автономии при международных гарантиях, защита религиозных и исторических памятников, а также освобождение армянских заключенных в Баку со стороны Азербайджана остаются основами наших требований». Отметим, что вечером 23 апреля, до начала факельного шествия к Цицерна-Каберду, в центре Еревана прошла акция протеста, в ходе которой был сожжен флаг Турции. Ишхан Сагатилян, представитель верховного органа АРФ Дашнакцутюн, заявил, что в ходе акции был сожжен исключительно флаг Турции, чтобы не смещать повестку и не уводить ее в другое направление. По его словам, именно по этой причине флаг Азербайджана сожжен не был. Премьер-министр Никол Пашинян расценил сожжение флага Турции участниками факельного шествия, организованного АРФ Дашнакцутюн в Ереване 23 апреля, как очевидно провокационное и подстрекающее к росту напряженности поведение накануне годовщины геноцида армян. Об этом в ответ на вопрос агентства Арменпресс сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян. Отвечая на вопрос о том, как премьер-министр оценивает факт сожжения флага Турции, Багдасарян отметила, что Никол Пашинян осуждает подобную практику, считая ее безответственной и недопустимой. По ее словам, сожжение флага международно признанного государства, тем более соседней страны, не может получить иной оценки со стороны главы государства. Это, подчеркнула она, является очевидно провокационным действием, направленным на нагнетание напряженности. С критикой произошедшего выступил и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян. По его словам, сожжение флага любой страны, особенно соседней, накануне 24 апреля является бессмысленным, постыдным и крайне осуждаемым поступком, который бросает тень на смысл Дня памяти. Он подчеркнул, что 24 апреля – это День памяти, единства и жизни, тогда как подобные действия представляют собой мелочные и неприемлемые провокации, направленные против мира и будущего. Примечательно, что во Франции, в Марселе, дворец Фара был подсвечен в цветах армянского флага по инициативе местных властей в память о 1,5 миллиона жертв геноцида армян. Также в Армении 4-5 мая, помимо саммита Европейского политического сообщества, в Ереване состоится отдельный саммит Армения-ЕС. Его сопредседателями станут премьер-министр Армении, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян в интервью общественному телевидению.
Он отметил, что это первый саммит Армения-ЕС в таком формате, где будет обсуждаться двусторонняя повестка. По его словам, на встрече поднимут вопросы либерализации визового режима, финансовой помощи ЕС Армении, а также расширения инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено коммуникациям в регионе и новым возможностям для привлечения инвестиций. Костанян также сообщил о запуске новой инициативы, направленной на поддержку частного сектора и развитие инвестиционной политики при участии Европейского Союза. После саммита Европейского политического сообщества и саммита Армения-ЕС в Ереване также планируется проведение ежегодного дипломатического форума «Ереванский диалог» с участием европейских и высокопоставленных международных представителей. Параллельно стало известно, что в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Армению будет подписан документ о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства, заявил, что вопрос возможного выхода Армении из ОДКБ будет решаться исходя из текущей ситуации, и окончательного решения пока нет. В России же заявили, что потенциальное сближение Армении с Европейским Союзом может иметь экономические последствия для Еревана. В частности, в Совете Безопасности Российской Федерации утверждают, что возможное вступление Армении в ЕС и выход из ЕАЭС могут привести к снижению ВВП, росту инфляции и удорожанию энергоресурсов, а также повлиять на отдельные отрасли экономики и туристический поток. Отдельно Пашинян прокомментировал сообщение о разрушении армянской церкви в Степанакерте, заявив, что Армения пока не планирует выносить этот вопрос на международный уровень. По его словам, правительство изучает информацию и старается подходить к ситуации осторожно, учитывая общий контекст региональных отношений. От нас добавим, что азербайджанские власти эту церковь, в прямом смысле слова, сравняли с землей. Отметим, что в последние дни в Армении наблюдается активизация оппозиции. Глава партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян, который по отдельным оценкам занимает вторые позиции по политическому влиянию среди возможных претендентов на пост премьер-министра после Никола Пашиняна, заявил, что страна якобы утратила доверие ключевых союзников. По его словам, действующим властям в наследство будущим поколениям может остаться разрушенная экономика, высокий уровень бедности, увеличившийся государственный долг, а также потерянные территории и нерешенные политические вопросы. На этом фоне звучат призывы к круглосуточной работе, направленной на восстановление страны. Российский предприниматель Самвел Карапетян заявил, что Армения унаследует потерянную родину, подчеркнув необходимость системных изменений. Его слова вызвали широкий общественный и политический резонанс. В то же время в армянском политическом поле продолжаются взаимные обвинения и переоценка прошлых решений бывших лидеров. Второй президент Армении Роберт Кочарян в одном из интервью отметил, что одной из своих главных политических ошибок он считает выбор преемника, имея в виду Сержа Сарксяна. В свою очередь, в годовщину своей отставки Серж Сарксян заявил, что участие в выборах 2018 года было одновременно его самым трудным решением и крупнейшей ошибкой, так как он не смог объяснить обществу, что его цель заключалась не в удержании власти, а в обеспечении безопасности Армении и Карабаха. Он считает, что смена переговорщика тогда привела к серьезным последствиям и утверждает, что общество не захотело его услышать, а оппоненты сумели убедить людей в обратном. Спустя 8 лет он заявил, что его партия не будет участвовать в выборах, если это может усилить действующую власть, и выступил за объединение оппозиции для недопущения распыления голосов и смены власти через выборы. Также он заявил, что нынешняя власть должна уйти, а единственным путем он считает консолидацию оппозиционных сил и политическое объединение против действующего правительства. На этом фоне обсуждается и стратегия оппозиции на предстоящих политических этапах.
В частности, звучат заявления о возможной консолидации различных сил для смены власти через выборные механизмы. При этом единой позиции среди оппозиционных сил пока не сформировано. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.